В этом выпуске сегодня мы будем пить вино в новом модном ресторане Евгения Чичваркина. поговорим о ресторанном бизнесе Когда посчитали всю кухню, получилось 1,5 плюс НДС. и обсудим свежие скандалы. Вкус она привнесла, да. Идея ресторана, конечно. Чичваркин, извините, пиздобол. Уже в этом видео. Всем салют, я в Лондоне, и сегодня мы будем пить вино в новом модном ресторане Евгения Чичваркина. Знакомьтесь, Хайд. И его владелец Евгений Чичваркин, который в представлении не нуждается. Хайд – это 2 этажа интерьера, отделанного в духе скандинавского минимализма. Мишленовский повар, к которому выстраиваются очереди. Бесконечная винная карта длиной в несколько лет дегустации. И пару миллионов фунтов, которые ушли на создание этой гастрономической утопии. Как это удалось и с чего все начиналось, узнаем дальше в интервью. Как получилось убедить Олли Дабу, чтобы он стал вашим шеф-поваром? Просто вырос из своей рубашки, вот и все. То есть хотелось чего-то большего и лучшего. И тут мы нарисовались без... то есть, если говорить журналистским языком, без влезания в редакционную политику, полной свободы действий и кухня мечты. Вот то, что мы сделали, это на самом деле кухня мечты. Все, как он говорит, у него размер холодильников теперь больше, чем вся кухня предыдущая. Когда посчитали всю кухню, получилось 1,5 плюс НДС. Но мы не стали влезать и быть сложными. Мы сказали, хорошо. Вот сейчас он зарабатывает меньше, чем тогда. Но у него полная свобода творчества. То есть он может делать, он может менять, сколько он считает нужным. Вы о Татьяне написали недавно. Без тебя это была бы заурядная лавка без вкуса, цвета и запаха. Спасибо. Как вы познакомились с Татьяной? Вот Татьяна, кстати, была недовольна. Она посчитала, что я мало написала. Мне кажется, что я всю суть отразил. На собеседовании. На собеседовании. Она директором гедонизма была? Да, нет, она хотела работать помощником. Начала работать помощником, проявила удивительный организационный талант. И до открытия мы организовывали как раз гастроли гражданина-поэта. И она настолько здорово с этим справилась, что я подумал, что просто нужно отдать все эти рычаги, пусть она их и переключает. В одном из интервью вы сказали, что идея ресторана была Татьяны, вашей боевой подруги. Вкус она привнесла, да. Идея ресторана, конечно. Вы сразу поддержали ее? Как это было? Нет, не сразу. У меня поварилась в голове концепция. Но она, кстати, недалеко от того, что сварилась тогда. То есть идея была найти какое-то юное дарование, которое великолепно готовит. У нас задача была выбрать, условно говоря, лучшего, который самый перспективный. Он реально мне, практически без оглядки на кого-то творит. Это очень здорово. И с самооценкой, со вкуса, адекватностью у него просто на удивление все хорошо. Чем вы руководствовались, когда выбирали ваш стата нервного, худощавого гея Флориана? Он был создан, то есть если один и тот же вопрос в пустоте задавать, произносить в одном месте один и тот же вопрос какое-то количество раз, то из материи начинают вырисовываться контуры человека. Когда в 500-й раз мне задали вопрос: Евгений, кто вам одевает? Родился этот истеричный модный гей. Пошел бы, лучше гвоздь забей, да? То есть он вас не одевает? Он по факту меня одевает, но, как говорил Курехин, это сотрудник теоретической лаборатории. Одевает меня Татьяна зачастую. То есть она накидывает,
что-то, а одеваюсь, физически одеваюсь я сам. А вот у меня было задание, что когда будет ресторан, нужен официальный формальный лучок. И к Клошар де Люксу добавился вот такой условно формальный лучок с белыми рубашками и с черными штанами. Ну, так надо просто. Ну, чтобы вечером не выглядеть здесь странно. Ну, то есть выглядеть пусть странно, но не поперек. Артемий Лебедев написал Чичваркин «Извините, пиздобол». Артемий Андреевич Лебедев, российский дизайнер, автор «Ководства», руководство по веб-дизайну. Чичваркин заказал Лебедеву сайт своего ресторана. На этой почве состоялся громкий скандал. Я уже все сказал. Вот я предельно честно, предельно все сказал по результатам последней работы. Кинул, поступил нечестно. Поступил нечестно. Так не работает, так не делается. То есть с ним законченные отношения? Ну, конечно. Я очень уважаю то, что он делает. У него очень хороший глаз, он интеллектуал, у него великолепное чувство юмора. Просто он поступил по отношению ко мне нечестно, точка. Этого не надо было делать. В чем просто нечестность появлялась для тех людей, которые не знают? Взять деньги, не сделать работу. Какое у вас впечатление сложилось о Young Business Club, когда вы первый раз пришли, выступили? Я поначалу не очень понял формат, но статистика там, помощи друг другу, это уже абсолютно достаточно и абсолютно достаточно для того, чтобы эта идея имела право на существование. То есть эта идея правильная, хотя я не мог представить, я просто в эту сторону не думал. Когда я к вам сюда пришел, у меня это все было на уровне идеи. А когда вы подтвердили, что сможете с Тимуром поддержать, выступить, я такой, у меня не было ни зала, не было этих 50 людей. Я за одну неделю нашел 68 людей. Благодаря тому, что вы поддержали, оно прям быстрее пошло. 5 июня ждем вас по адресу, который будет чуть позже, и мы расскажем о том, как в долгих мучениях можно заработать деньги не родной страны. С вами был Евгений Чичваркин, Андрей Остапчук и ресторан мечты «Хайд».